Друзья, всем привет! Решил зацепить свой скромный блок 30-тысячный и хайлендероводов. Сейчас мы вот на этом типичном хайлендере заменим основной радиатор. Здесь, как видите, проблема в том, что верхняя банка расширительная, она потекла. Это либо брак, либо китайский радиатор. В общем, это уже нам не важно, потому что мы купили новый Герат. У меня стоит точно такой же, уже второй год, проблем никаких нет. Советую брать. Дорого-богато, но зато качественно и надежно. Советую брать все-таки надежные радиаторы, потому что, система охлаждения — это критичная вещь в автомобиле. Согласитесь? В общем, погнали. В принципе, то же самое, что на RX, видим здесь подкапотку. Есть моменты, которые не совпадают, конечно, с RX. Допустим, бачок тормозной жидкости, он немножко по-другому. А так, принцип такой же. Тот же МЗ, та же самая фигня. В общем, снимаем крышечку, снимаем вот здесь, снимаем вот этот шланчик. Аккуратненько. Берем этот шланчик, втыкаем его снизу. Вот там есть краник, вот он белый, как я показывал, и отверстие сливное. Снизу втыкаем в него трубочку, дабы не зафоршмачить все остальное там внизу. Это сделать проблематично, потому что надо в него попасть. Примерно это вот так вот выглядит. Все. Берем тару типа ведро и откручиваем краник. Жижка пошла. Жижка пошла. И ждем, пока сольется. Пока у нас жижа сливается, можно перекурить, а можно дальше разбирать. Снимаем вот эти вот все фишки с вентиляторов. Также аккуратненько. Раз. И с этой стороны. Два. Кстати, очень целый экземпляр, прям вообще с маленьким пробегом. Тут даже все крепления целые на проводах. Есть такое, что можно сломать некоторые крепления, так что аккуратненько будем это делать. А то Рафаэль потом башку оторвет, да? Отщелкиваем все, снимаем, вот он. Все нормально отходит, ничего не ломается, все зашибись. Дальше откручиваем вот этот шланчик. Тут уже не родной хомут. Родной, походу, не держит. Рядом положили. В принципе, радиатор сам держится вот здесь на вот этих скобах и снизу подушечки. То есть откручиваем и потихоньку вынимаем его вверх. Внизу у нас также есть шланги, которые идут на коробку охлаждения. Их тоже нужно будет аккуратно снять. Сейчас сольется. Сняли фишку с датчика включения вентилятора, который находится в нижнем правом, в нижнем левом углу, смотря как стоять. Теперь сдергиваем патрубок, сжимаем вот этот хомут.
И защелкиваем вот так вот. Вот он зафиксировался тут специально. Ну, родные хомуты, они вот такие вот прикольные. Сдергиваем его. Так. Здесь, в принципе, все открутили. Остался нижний патрубок и две маленькие трубки, которые идут на коробку. Они также на хомутах. Также их сдергиваем. Ебать, там неудобно, пиздец. Оттуда подлезть. Пошли, ладно, пойдем. Давай, барана. Пойдем. Нам получится. Так, эти два болтика нам понадобятся для того, чтобы заткнуть, когда снимем коробочные трубки, заткнуть отверстие, чтобы у нас... Ну, там, в принципе, оно не будет бежать, но на всякий случай мы это сделаем. Сейчас руки будут в масле. Одна и там вторая. Маленько ограниченное пространство здесь, конечно. Но работать можно. Травма. Нормально, кровь пустили, значит все зашибись будет. Так, снимаем вот эти вот скобки. В принципе, у нас радиатор больше ни на чем не держится. Мы можем его вытащить, но шланг нижний у нас остался от коробки один. Его нужно будет. Все, пошла запись. Все, вот он у нас радиатор. Вытащили, как еще раз объясню. Раз трубка, два трубка, три трубка, четыре трубка и две фишки. В принципе, он вынимается. Он вот на таких подушках стоит. Снизу. Снизу ничем не прикручен. Прикручен только сверху. Теперь берем вот это все навесное и ставим на новый радиатор. Распаковочка Герат. Травмы, господа. Все нормально. Просто если кровь не пустить, когда машину чинишь, ну, ты ее не починишь. Один в один. Так, вот эту трубочку мы уже снимаем, она нам не нужна. Ставим ее обратно. И нам нужен ножичек.
Так, обязательно нужно проверить, чтобы вот эти вот все фитинги были закручены. Вот здесь стоит датчик включения вентиляторов на нижней части. Его нужно открутить и вот здесь заглушку открутить. И просто вкручиваем его туда. Этого же нету, да? Переходник нужен. Откручиваем пробку. Откручиваем датчик. Вот такое. Можно протереть его. Естественно, от грязи, от загрязнения. Хуже от этого не будет. Посмотреть резинку, целая, не целая. Вроде все нормально. Резинка целая, значит вставим его сюда. И без фанатизма затягиваем. Достаточно. Все. Теперь снимаем вот этот фартук с вентиляторами. Просто берем вот так вот и делаем. И обратно закручиваем. Тут ставим на место хомут. Делается это вот так. Главное пальцы не сломать. Оп, все готово. Чуть-чуть поправим. Все. И закручиваем, затягиваем все. В обратном положении, без фанатизма, пластиковые детали. Перетягивать ничего не надо, но и так будет держаться. Ну тут болтик бы один найти. Надеюсь. Сейчас найдем. Так, мы снимаем подушки радиатора снизу. Вот такие они. 2 штуки. Ставим и, в принципе, радиатор готов к установке. Раз. Два. Все, ставим на место. Один хелп, короче. Подожди. Давай. Что ты там? Давай, Потихонечку. Есть? Здесь тоже есть. Одеваем. Что там такое? Наступил, что ли? Подожди-ка. Так, теперь одеваем трубки, которые идут на коробку, назад. Натягиваем. Хомуты.
зафиксируем, чтобы он не болтался. Вытрем руки, чтобы не были в масле. Надеваем хомуты на трубки коробки. Толя, Натягиваем и отщелкиваем. главное пальцы. Бля, да, тут пиздец, пальцы это главное. Щелкнет или не щелкнет по пальцу? Щелкнул. Все нормально, щелкнул. Так, ладно, дальше идем. Здесь одели, там внизу все одели. Фишку. Крепление закручиваем, короче, чтобы абы не падало сверху. Что ты там делаешь? Заводим проводку обратно в фиксаторы, где она стояла. Вот эти вот фишечки, которые на пластике, чтобы все на месте было. Ну и все. Вентилятор номер 1, вентилятор номер 2. Трубка слива. Пробка потом, когда зальем. Так должно быть. По-человечески, а это херня. Так, заливаем антифриз. В принципе, сколько у нас времени ушло, Ваня, на вот эту процедуру? Полчаса. 30 минут. Замена радиатора Highlander первого поколения. Заливаем жидкость. Тряпка. Он скажет, о, верхний не поставили. Надеваем верхний шланг. И бьем хомутом по пальцам. Стандартная схема, да? Не, ну его нахрен, короче. Подожди, надо как-то это. Где плоскогубцы? Он слишком больно бьет по пальцам. Делаем вот так. Отверточка полежит. Все. Все четко, все четко. Ну вот слитая жидкость, она в принципе в нормальном состоянии. Ну там есть мусорок, который на дно свалился, но лучше поменять, поставить, залить новую. Вороночку бы, но за неимением придется вот так вот. Литрушку тащи. Или он только эту взял? Угу. Я же сказал, одну и литрушку. Сказали сдать, будут сдавать, пойдут сами, блядь. Что там? Ну, забирайте, блядь.
Во. А сейчас в квартире ремонт делают, тоже там это двери забрали, это. Если что надо, я отдам. Кого? Вообще радиатор на металл можно ждать. Алюминий. Ну, не надо, пацаны? Подожди, нахуя ты закрываешь, блядь, запустить надо? Заведи, он сейчас соснет. Так я тебе, блядь, об этом и говорю. Ну так Да, они закрытый. сказали, Рафаэль, запить. Все, залили антифриз, завели, он ушел, еще подлили. Сейчас ждем, пока включится вентилятор. Ну и готово. 30 минут работы, замена радиатора. Герат хорошая фирма. Спасибо компании Герат за радиатор. Ну и напоминаю, что если вам нужны какие-то запчасти, мы занимаемся отправкой в регионы, так что пишите, мой телефон всегда в описании по ссылочке. Всем пока, подписывайтесь на канал.